Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за лайки, за подписки. Огромная благодарность вам за ваши комментарии, за то, что делитесь своим сокровенным. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада: кто и что постоянно думает о себе. Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Красивая, яркая, муза, харизматичная, талантливая, яркая птичка. Интересно, только сказала яркая птичка. Ну, вот этой карте, это карта, видите, барышня, тоже красивая девушка. Сидит на жердочке, а рядом птички, да, тут тоже. Так вот, птичка-то вы птичка, но, как вам сказать, неустойчивое какое-то положение сейчас. Надеюсь, временно. У кого-то тут рядом семья, может, в семье. Ну, назовем это так. Временно какие-то проблемы, не проблемы. Ну, может быть, уверенности в завтрашнем дне нет. Как, впрочем, наверное, у многих из нас. Но тут вот какой-то подтекст. В любой момент эти птички вспорхнут и улетят, а вы можете шандарахнуться вниз. Интересно. Сейчас будем докладывать. Какая девочка. Вот смотрите, как интересно. Тут семья, тут карта дом. Почему-то, может, элементарно у кого-то нет ощущения такого, знаете, когда приходишь домой, в идеале мы должны чувствовать себя как за каменной стеной, да, мой дом, моя крепость, защита, тихая гавань должны наполняться энергией, да, подпитываться. А тут у кого-то, к сожалению, почему-то вот какое-то неустойчивое. Может быть, даже не будем негатив сюда, да, добавлять. У кого-то элементарно, может быть, отношения с домашними. Знаете, как бывает такая звенящая тишина, вроде бы ничего плохого нет, но вот как будто бы ожидаешь. Вот в любой момент что-то может как заискрить. Может конфликт какой-то вспыхнуть, может быть, как в воздухе что-то вот такое, как нагнетается, да, какая-то атмосфера. Ну, бывает такое, как разряды прям энергии. И ты думаешь, вот я сейчас домой приду, и что меня там ждет? Может, какая-то тема, да, болезненная, она замалчивается, и от этого это все как снежный ком превращается вот так вот. Ой, и то, что изначально можно было разрешить, там, поговорить, сесть, а сейчас это может приобретать уже такие какие-то, ну, намного более грандиозные масштабы, скажем так. Уже просто сесть, поговорить, уже, может, даже не в полной мере это может спасти. Хотя, почему для начала и не сесть, не поговорить? Так, какая вы? Ну, на самом деле, девочки, вот смотрите, на самом деле карты замечательные на вас. Тут карта эволюция. Девушка, которая не останавливается в своем развитии. Для вас очень важно развиваться, может, чему-то новому обучаться, узнавать элементарно какую-то эту новую информацию. Тут внешне привлекательная, вы понимаете, что для женщины внешность имеет огромное значение. Может быть, там, ну, не... Ну, даже не знаю, как сказать. Ну, в любом случае, вас видят привлекательной, вас видят женщина, которая за собой следит, ухаживает. У кого-то тут проходит прям увлечение какими-то косметологическими процедурами. Сейчас вы скажете, какие там процедуры, тут хотя бы нормально это поспать ночью, да, далее дергают все, режим сна не удается соблюдать. Но, девочки, вот, по крайней мере, вас видят, так, что вы тут цветете и пахнете. По крайней мере, у вас внешность такая вот какое-то сияние от вас исходит. Мне прям хочется так сказать, что это просто энергетика позитивная, да, вы сами по себе такая. Уже сказала по поводу какого-то подвешенного, неустойчивого положения, состояния, может быть, с родными, с близкими. Тут все-таки семья и тут дом. У кого-то элементарно там, кто-то не знает, допустим, дом, семья,
сохранять семью, взаимоотношения, может быть, с мужчиной, не сохранять, может, думаете, может, не самый лучший будет. Тут такое тоже у кого-то может пройти. Ну, вот не могу понять, почему такое какое-то, как может, временное затишье, перемирие. И тоже вы понимаете, а надолго ли это, да? Ремиссия, это надолго ли это все? Так, тут на самом деле характеристика на вас как у миролюбивого, доброго, очень заботливого человека. Скорее всего, хорошая мамочка. Для вас очень важно проявлять вот эту любовь, заботу, нежность. Ну, вы в этом не нуждаетесь, но это больше как на вас характеристика, как посланник высших сил. Даже, может быть, у вас профессия связана с тем, чтобы помогать людям, нести этот свет, добро. Княгиня сердца. Ну вот, показано, что тут даже, знаете, тот редкий случай, когда женщина, если она достигает, ну, в плане социальной, там, реализации, я уже не знаю, каких-то высот, там, тут женщина, вот, княгиня, да, ну, такой архетип, замок какой-то, роскошная одежда. То есть, если даже материально вы будете, хотел сказать, в шоколаде, у вас все будет замечательно, то вы из тех людей, которых деньги, по большому счету, не портят. Тут сердце открытое, вы умеете любить, вы придете на помощь, протянете ту самую руку помощи. Как будто бы, ну, испытание деньгами вы точно пройдете. Вот мне так кажется, вот по этим картам. То есть у вас это какое-то добро, свет, это есть. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Так, кто и что постоянно думает о вас? Кто и что этот человек постоянно думает о вас? Ну, предупреждаю, не обязательно будет что-то очень хорошее. Ну, что чем-то я вас удивлю, да? И этот человек, который о вас думает, вас может удивить. Так, кто о вас постоянно думает? И что это? Ух ты, что? Прям перевернулась карта. Что этот человек о вас думает? Кто этот человек? И что этот человек о вас думает? Кто этот человек? И что этот человек о вас думает? Итак, кто? Кто этот человек? Ух ты! Ух ты, как интересно. Кто? Кто? Я почти уверена, что это женщина. Сейчас буду уточнять. Так, женщина, с которой вы чем-то похожи. Может, знаете, это как одноклассники, одноклассницы, однокурсницы или в одном дворе. Знаете, как вот в многоэтажных домах девочки там дружат одного возраста. Вот тут вот, хотел сказать, технические настройки похожи изначально. Так, сейчас давайте. Это ваша подруга? Ближе. Это кто-то из вашей семьи. Это прям родной человек, да? Родной человек. Карта род, кстати. Вот смотрите, семья, род. Ой, так. Ну, давайте. Это может быть кто-то вообще очень близкий к вам. Это карта род, семья, человек, который в вас нуждается. Тут я не буду в прямом смысле воспринимать, тут вот нуждается это деньги. Нет, это тут, скорее всего, это человек, с которым у вас тесная взаимосвязь, ментальная. Вот. Человек о вас, скорее всего, действительно постоянно думает. Так, женщина. Женщина, которая
Знаете, вот эти карты, они такие чуть-чуть, как прям, мне как даже щемит сердце чуть-чуть. Такое вот ощущение, женщина может быть уже не очень молода, да, назовем это так, ну или, скажем так, с опытом уже женщина. При этом сама по себе вот эта карта на вас же ложилась. Кстати, у кого-то может быть мама, сестра, близкая подруга, вот как род, семья. Иногда у нас подруги ближе родных бывают. Но тут вот род именно, не знаю, у кого-то, ладно, тетя, там, двоюродная, там, сестра. Девочки, вот что-то такое, вот у кого-то прям кровь родная, кровь. А энергетика похожа чем-то на вашу, как будто изначально была. Вот я же почему и сказала так, оно вроде как, знаете, пошутила базовой настройки, а может быть, правда, воспитание где-то. Ну, ладно. Яркая, красивая, харизматичная, энергетически наполненная, но как будто бы женщина хотела достичь намного большего, чем она сейчас то ли имеет, то ли по факту что-то ей помешало в полной мере расправить крылья, реализоваться, стать свободной. Может быть, даже, знаете, тут у кого-то родовые прям программки пройдут. У кого-то это, ну, мне так, у кого-то так мама, да, если жива мама, тут тоже такое может быть. Почему-то тут женщина как будто как сожалеет о том, что она много не успела, много даже не позволила себе, не рискнула. Вот тут вот фатально, как будто бы, может, не буду говорить, что не свою жизнь прожила, свою, но где-то вот как идет осознание того, что и там какое-то разочарование, и в первую очередь где-то даже ощущение того, что претензия к самой себе даже, да. Тут, может быть, да, понятно, всегда есть виноватый рядом, кто виноват, да. Но тут такой нюанс, на самом деле, эта женщина хотела совершенно другой жизни. Вот тут вот как будто бы вот фатально не прожила то, что там намечтала себе. Так, кто она? Карта молния, борьба, механизм, цикличность. В чем это? Так, молния, это озарение. Я же говорю, тут такое какое-то есть послевкусие. Знаете, как будто бы женщина идет, ну, может, на приеме у психолога была, да, или уже в силу, может, у кого-то возраста, у кого-то опыта. Она как будто бы пытается рационально разобрать все по полочкам, разложить именно себя, свою жизнь, проанализировать. Может быть, даже тут в таком контексте, девочки, я не вижу ничего плохого. Сейчас посмотрим, почему этот человек думает о вас. Но, скорее всего, я вижу по этим картам, что женщина где-то сравнивает вашу жизнь, ваши, может, поступки, мотивы ваших поступков со своей жизнью. Скорее всего, тут будет картина, девочки, что женщина будет с заботой о вас, чтобы вы, может быть, не повторяли ее ошибок. Может, где-то видит, как родовые программки. У кого-то тоже так проиграется. Взаимодействие с мужчинами тоже может проиграться. Почему я так говорю? Потому что тут вот карта подарок иллюзии. Я спросила это, положила на карта молния. Это как будто бы эту женщину что-то как озарило, пронзило. Это как в один момент для женщины открылась какая-то истина. Истина, это по поводу чего я докладываю. Карта иллюзия и карта подарок. Как будто бы она ожидала, ну, не знаю, может, от взаимодействия с кем-то. Может быть, надежды какие-то у нее были. Вот такой подарочек ей судьба преподнесет. И на одно надеялась. А тут такой злобный клон выскакивает. Это карта иллюзии. Где-то она как озарение, что то, как она раньше, может быть, себя проявляла, мотивы ее поступков, может быть, даже как ее воспитывали, да, вот там, к чему ее там взывали, призывали. Вот как будто бы это такие иллюзии, это вот тут карта борьба и механизм. Тут у женщины идет такая ломка, переосмысление вообще смысла жизни, ценностей каких-то, в том числе вот тут такое сожаление по поводу того, что, я повторюсь, она эти крылья таки не расправила. Может, какие-то способности, таланты не раскрыла. Может, не воспользовалась какими-то, кстати, шансами.
Вот тут скорее о том, что какие-то шансы она не использовала. Подпишись на канал и поставь лайк. И тут вот карта механизм. Это как, смотрите, карта, как четко налаженный механизм. Какая-то, ну, я буду это читать как система, как социум. И карта борьба. Может быть, что она, ну, не противостояла этому социуму. Может быть, да, если там у этой женщины, опять-таки, могли быть там родители, навязывали. Пример просто. Там свои правила игры, установка, будь как все, там выбор профессии. Как будто бы, что она, может быть, вовремя не пошла против системы, не пошла против социума и поддалась где-то этому, как по течению поплыла, где-то там, может быть, ну, тут такой какой-то нюанс, девочки, сожаление извините, об упущенных шансах, возможностях, об каких-то нераскрытых талантах. Вот тут такое вот, как будто бы, может, это же как-то и мужчины касается, как вариант. Тут борьба, карта и мужчина, ну, может быть. Опять-таки цикличность. Ну, не знаю, тут алкоголь, это сугубо индивидуально, это узко. Кому-то может быть тут, у кого-то, если женщина там проживала долгое время с каким-то мужчиной, не обязательно там он там злоупотребляет алкоголем. В принципе, эту карту можно прочесть как токсичная, да, какая-то. То тут опять-таки может история о том, что женщина сожалела и сожалеет о том, что она вовремя не ушла из этих каких-то токсичных, разрушающих ее отношений. Карта цикличность, что вот, допустим, проблема была, она пыталась это как-то, может, разрешить. Потом на время, ну, знаете, все успокаивалось, и она опять в этом находилась. И так всю жизнь. Вот круг по кругу. Ну, а где-то свои желания истинные так она не реализовала. Может быть, как будто бы о себе для себя она и не позаботилась. И не раскрыла себя. И даже не узнала толком, чего она хотела. Вот тут прям как-то, девочки, прям больно даже как-то это все читать. Вот такая вот женщина пришла у меня. Вот эта женщина думает о вас постоянно. Ну, семья, род. Угу. Так, давайте посмотрим дальше. Что эта женщина постоянно думает о вас? Что она о вас думает? Вот такие карты. Ну, очень похоже, девочки, что это человек, который за вас переживает, пытается, знаете, как-то уберечь вас от каких-то своих ошибок, какого-то болезненного опыта. Эта женщина видит ваш потенциал по карте Иерофант, видит то, что вы способны, видит то, что тут карта лекарства от всех бед. На самом деле у вас заключена эта сила, эликсир какой-то прям, что вы можете, у вас сейчас есть энергия. Вот она смотрит на вас, и она думает, еще у нее есть энергия, еще у нее есть вот эти вот, может, не знаю, насчет мотивации, не знаю, но как будто бы шансы изменить свою жизнь к лучшему. Тут карта перекресток, это магическая, но тут это уместно прочитать, как будто бы она на вас смотрит и думает, ты же можешь все изменить, ты можешь пойти в другой дорогой, ты можешь как будто бы в корне еще свою жизнь изменить. Вот тут как будто бы такой, знаете, горечь того, что а я не смогла в свое время, я не рискнула, я об этом жалею. Тут развилка опять. Это история о том, что у вас есть возможности пойти по другому пути, в лучшую сторону изменить свою жизнь. У кого-то, девочки, тут прямо вот эти вот карты какие-то, она, может быть, подозревает, что какой-то есть мужчина рядом, который, ну, скорее всего, может как-то негативно сказываться. Вот почему-то ей кажется, что он
может, то ли агрессивный, то ли как-то не сдержан в проявлениях. Но опять-таки, понятно, и кажется со стороны, что вы заслуживаете лучшего. Вот так давайте скажу как-то корректно. Опять-таки, она видит вас человеком, который может дружить и может давать друзьям поддержку, где-то самоотверженно, где-то как будто бы даже растворяетесь в друзьях, там, на помощь приходите. Но при этом почему-то тут такой нюанс, ей кажется, что ну, друзья, скорее всего, больше как будто вас, ну, не буду говорить, используют, но, скажем так, ну, почему-то ей кажется, что да, что у вас тоже проблемы. Не то, что у вас там с коммуникацией, у вас с коммуникацией все замечательно, у вас как будто бы вот тут нарушен этот баланс, брать, давать, вы больше как будто бы отдаете. Вот тут даже, если это мама там или сестра, то они даже могут говорить, боже мой, ну почему она такая, ну почему как будто бы ей не везет на вот этих вот там окружение какое-то, почему она к себе их притягивает, таких людей. И где-то, если это, допустим, мама, тут даже может такой нюанс, я ее не научила, да, как нужно. Может, сама всю жизнь страдала, вот такая какая-то была, ну, знаете, как душа нараспашку, добрая душа. Ну, а люди, к сожалению, часто пользуются этим. И часто это добро воспринимают как слабость. Вот тут вот такое что-то тоже может быть. Ненависть, преграда, рыцарь. Но тут опять идет о мужчине каком-то, о том, что от мужчины очень много проблем. Мужчина конфликтный, проблемный, и вы, связав свою жизнь, да, с этим мужчиной, как будто принесли в свою жизнь очень много преград. Ну, тут, я не знаю, какие-то такие мысли еще, я хочу сказать, что эта женщина, может быть, у нее печальный опыт, в принципе, взаимоотношений с мужчинами, разочарование, и она может переносить это и на ваши отношения. И где-то она даже может, тут карта ненависть, но она может очень нехорошо думать про вашего то ли спутника, то ли про выбор ваш. Ну вот выбрали вы там мужчину какого-то, да, вы там можете его нахваливать, а она смотрит, и прям у нее внутри все переворачивается, и она его считает, девочки, карта сцена, она его считает человеком, может быть, лживым, человеком, который использует вас, ну, или свои преследуют там какие-то цели во взаимоотношениях с вами. Видите, тут хитрая лиса, которая меняет маски, и карта рыцарь рядом. Рыцарь, который замахивается этим мечом. Вполне возможно, она его считает человеком, который, ну, не то, что он двуличный, но который приспосабливается, да, по хитрой лисе, маски меняет, и она может даже думать о том, что с ней он один, да, как будто бы, а с вами за закрытыми этими дверями, да, он совершенно другой, и вы от этого можете страдать. Тут прям какая-то такая сегодня история. Я не знаю, кто это. Пришел, вам виднее. Ну, это человек, который переживает за вас. Уф. Так, ярость это о чем? Ну вот, я спрашиваю, ярость это о чем? Ну и вышла мне женщина, которая как в паутине запуталась. Женщина, которая думает о вас, я повторюсь, переживает по поводу того, сделаете ли вы правильный выбор какой-то в своей жизни. Это касается и выбора мужчин, выбора друзей, окружения какого-то. Ей кажется, что вы где-то сами себя обесцениваете в этих отношениях. Хотя у вас тут и потенциал, и даже таланты, и способности. Правда, как необыкновенное. Вот лекарство от всех бед. Это вот объективно как-то. Так. Что еще тут? Она, ей хотелось бы вас защитить как-то, но она не знает, скорее всего, как. Или как минимум ей бы хотелось, чтобы вы сами научились защищаться. Видите, тут человек полностью в этих доспехах одет с головы до ног, да. То есть ей, может быть, хотелось вам обеспечить эту защиту, или научить вас, или как-то, чтобы в вашей жизни, вот, может, появился этот какой-то защитник. Ну, тут, скорее всего, это история о том, что ей хотелось бы, чтобы вы сами как-то научились, да, где-то защищаться от токсичных людей, не подпускать их к себе, не пускать в свою жизнь. Вот тут больше об этом. Вот об этом думает эта женщина. Я думаю, она любит вас, заботится о вас, и ей бы очень хотелось, чтобы вы были счастливы.
Все, мои хорошие. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч!